Я хочу шаурму и пиццу сырную. Закажем? Да, давай закажем. А еще я хочу борщ и жареную картошку. Что мы будем есть? Как насчет итальянской пасты с томатным соусом? А может, пиццу с грибами, тофу и маслинами? Или шоколадное печенье? Такое нам сейчас может только сниться. Еды мы взяли минимум. Немного каши, печенья и конфет. Всего 630 калорий на человека в сутки. Мы специально взяли так мало, чтобы понять, а сможет ли современный человек без особых навыков в теплое время года обеспечить себя лесной пищей. И все стало еще более интересным, когда вы узнали, что мы не едим продукты животного происхождения, поэтому не собираемся здесь ни на кого охотиться и никого убивать. У нас есть с собой маленькая книжечка о диких лечебных травах, в которой мы дописали их съедобные свойства. Ну что, пришло время первой дегустации? Что мы сегодня едим? Сегодня едим вареные корни иван-чая. Или кипрея. Если вы когда-нибудь после яблока доедали палочку, то что-то такое напоминает. Ну, тут, кстати, есть мякоть какая-то. Мякоть похожа на что-то такое. Нейтральная, да. Ну, какой-то овощ как будто бы. Ну да, какой-то Безвкусный овощ. похоже немного на сырую картошку. Ты его раскуси и там внутри выдави. Что, не вкусно? Кисло. В общем, корни иван-чая съедобны на 100%. То есть не вся часть корня, но здесь есть что есть. Можно еще посолить, и будет вообще... Кстати, можно пожарить, да, еще? Может быть, да, можно. Ну, наверное, лучше это делать как-то в июне или как-то не в июле. Фу, почему кисло попадается? Мне прям кисло. Наверное, по лицу Марины видно, что она не в особом восторге от нашего меню. Но что поделать? Эксперимент есть эксперимент. Сейчас нам нужно постирать вещи, а потом мы отправимся в лес и попытаемся найти там что-нибудь более съедобное. Если вам в походе нужно постирать много вещей, то не обязательно делать это вручную в холодной воде. Можно сделать все вместе и сразу в стиральной машине. Набираем воду. Добавляем камушки и мыло. Когда все готово, начинаем стирать. Сначала медленно. Быстро. Если очень устали, отдайте соседу. Медленно. Быстрее. А пока можете идти заниматься своими делами, и через час ваши вещи будут чистыми. Теперь медленно. Такая вот стиральная машина. Автоматизация. Надеюсь, вы на нас не в обиде за наше грязное белье. Что естественно, то не безобразно. Показываем как есть. Ну а мы опять в лес. Нам постоянно приходится искать что-нибудь съедобное. Так наши предки тысячелетиями добывали себе еду. Копать корешки,
собирать ягоды и травы. Это гораздо проще, чем гоняться за каким-то зверем, который в том числе может тебя и убить. Ну вот, а теперь ягоды собираем и мы. В лесу много еды. Нужно лишь уметь ее распознать и найти. Отдельные знатоки научились есть даже елки и сосны. Оказывается, там, между древесиной и корой, есть проводящая ткань под названием камбий. Ну а про березовую кашу с заболами все и так знают. Если найдем недавно упавшее дерево, обязательно попробуем. Рубить еще живое, ну, как-то топор не поднимается. Вот представьте, десятки или даже сотни лет оно стояло, а потом пришли мы и съели его? Нет, мы еще не настолько сильно голодаем. Пока будем довольствоваться однолетними травами и ягодами. Растения нужно не только собрать, но и обработать, приготовить. Это занимает достаточно много времени. У нас вареный подорожник с крапивой. 1, 2, 3. Я могу одно сказать, что если ты действительно голодный, то в принципе ты это съешь. Если ты не хочешь это есть, значит ты, наверное, не до конца голодный. Лицо Марины – самый честный показатель, едим мы вкусную пищу или нет. Если честно, мы не доели. Обычно мы добавляем растения в качестве салата, гречки или рису, но сегодня был такой эксперимент. Не самый удачный и не самый вкусный. Завтрак, обед, ужин. Мы разделили обязанности. Я занимаюсь физической работой, а Марина наша главная лесохозяйка. Она и готовит завтрак, обед, ужин. А самое богатое разнообразие у нас, конечно же, в чаях. Из хвои, из чаги, из зверобоя. С мятой, с малиной, с земляникой, со смородиной. Иван-чай. На самом деле, мы ищем не только ягоды и не только пищу. У нас закончилась веревка, поэтому нужно раздобыть стебли хмеля. Мы не берем слишком много, потому что через 2-3 дня они высыхают и привязки рассыпаются. Несмотря на то, что прошли дожди, съедобных грибов все еще нет, а на них мы очень рассчитывали. Нам не хватает не только калорий, но и объема пищи, которым можно было бы обмануть мозг и почувствовать насыщение. И, как оказалось, здесь важно не только искать новую еду, а еще нужно постоянно следить за своими запасами. Жесть, муравьи съели все наши конфеты. Что, прям все? Смотри. Они пролезли сквозь пакет, мешочек и сумку на замке. Ну как, вкусно? Конфета как конфета, только ее меньше. Если честно, мы даже и не думали, что большая часть нашего времени будет направлена на добывание еды. Мы взяли с собой музыкальные инструменты, но за первую неделю в лесу так их и ни разу не доставали. Пока что здесь все происходит прямо по пирамиде Маслоу. Нужно искать какие-то мостики, возможности, чтобы выйти за пределы только лишь базовых потребностей. Ну а пока мы озабочены лишь ими, что еще важно? Гигиена. Хотите посмотреть, как в лесу моются мальчики и как это делают девочки?
Вот и помылись. Самое время заняться приготовлением ужина. Это лопух. Корни лопуха съедобны. Попробуем его выкопать. Мы выкопали корень. Говорят, он похож по вкусу на морковку или картошку. Тонкие мы сейчас попробуем сварить, а толстые пожарить на камне. Готовили минут 20-25. Давай сначала твои. Давай. Это вареные. Это вареные, да. На вкус как картошка. Даже немного сладковатые. Сладковато. Есть сладкий привкус после вкусия. Да. Давай теперь такие. Это печеные. Ну, жареные на камне. Похоже на чипсы. Почти как из магазина. Достаточно вкусно. И это без соли. Блин. Это самое лучшее, что мы ели в лесу. Ну, что мы тут нашли и приготовили. Реально на зиму можно накопать. Это же корни лопуха, они везде растут. Накопать целую кучу. Картошку вообще не надо выращивать. Ну зачем? Она сама растет, вот. Где-то лопух даже культивируется в каких-то странах. Мне жареные больше понравились. Да, но вареные сейчас попробуем посолить. Вареные суп. Вот. Я бы хотела попробовать солью. Они мягче. Вареные значительно мягче. Да, надо успевать солить, потому что они очень быстро кончаются. Ну вот, в общем, не обязательно в лесу охотиться на животных и ловить рыбу. Накопал корней, ягоды насобирал, и все. Отлично. Да. В лесу для нас нашелся стабильный источник пищи. Можно было ходить за корнями к реке, как за картошкой в магазин. Даже отсутствие грибов перестало быть большой проблемой. Но с каждой ночью становилось все холоднее. А рядом с нашим тентом постоянно кто-то ходил. И это были не мыши. По звуку вообще казалось, что неведомое существо ходит по нашей поляне в сапогах. В ближайшие дни нужно начать строительство дома, в котором будет тепло и безопасно. Или хотя бы более спокойно.